Здравствуйте, друзья! Вы на моем канале Дом и сад. Меня зовут Александра. Если вы смотрите это видео, значит ваши томаты, что называется, строят вам глазки. И даже не думают расти на новой грядке в открытом грунте, которую вы для них так заботливо подготовили. А некоторые помидоры, высаженные неделю-другую назад в открытый грунт или неотапливаемую теплицу, даже цвет изменили с сочного зеленого на нездоровый желтый. В общем, страйкут томаты у вас на грядке. Объявили, что называется забастовку роста. Что ж, надо что-то решать. Иначе с такими забастовщиками огородное предприятие недолго и закрыть на замок. Обидно, конечно, ведь старались, и семена сеяли, и пикировали, и поливали, и подкармливали. А они, томаты неблагодарные, не растут, и все тут. Уговаривать не будем, пусть не надеются. Просто предпримем решительные меры, почти штрейкбрехерские. Я сейчас поделюсь своим секретом и научу, как даже самые захудалые, тонкие, желтые томаты после высадки в открытый грунт или неотапливаемую теплицу превратить в красивые здоровые растения с толстой талией, которые будут все лето благодарить вас за заботу большим и вкусным урожаем. Я всегда так делаю, сделайте это и вы, и увидите, как буквально за несколько дней томаты возьмутся за ум, начнут набирать сочный зеленый цвет, наращивать листовую массу, утолщаться в талии, пойдут в рост прямо на глазах. Просто сделайте то, о чем я сейчас расскажу. И я уверена, через неделю-другую будете посынковать и подвязывать, готовиться к встрече нового урожая помидоров на своей грядке. То, что томаты плохо себя чувствуют на новом месте посадки, вследствие стресса, реакция растения на новые условия выращивания. В рассаде томатам было светло, тепло, жирно, правда немного тесно, но зато привычно. Грядка в открытом грунте, конечно, светлая, но очень уж большая и холодная, да и песновато как-то кормят тут, перегноя маловато, не то что в рассадном стакане. В общем, вы устроили своим помидорам одновременно и закалку, и стресс. Теперь им надо помочь прийти в себя, осмотреться и обжиться на новом месте. Лишь тогда они пойдут в рост. Шаг первый. Защитите свои томаты от возвратных заморозков и холодных ночных температур. Температура грунта, в котором рассада помидоров начинает себя чувствовать более-менее комфортно, начинается от 12-14 градусов. Если почва холодная, имеет смысл укрывать высаженную рассаду на ночь, пока воздух хорошо прогреется, или мульчировать слоем перегноя или компоста. Ферментативные процессы, которые идут в органике, сопровождаются выделением тепла, которое будет согревать ваши помидорчики, пока почва прогреется окончательно. Шаг второй. Чем подкормить томаты после высадки в открытый грунт? Снимите стресс у томата, возникший из-за пересадки в открытый грунт антистрессовой подкормкой, специально для томатов. На 10 литров теплой воды вам понадобятся такие удобрения: 40 граммов суперфосфата и 80 граммов сульфата калия. Сделайте корневую подкормку из расчета пол-литра раствора на одно растение томатов. Полейте каждое растение под корень во второй половине дня, в теплый день, после высадки или на протяжении недели после высадки. Если под рукой найдется какой-нибудь из стимуляторов роста, например, циркон или янтарная кислота или гетероауксин, тоже используйте их возможности, чтобы помочь томатам справиться со стрессом. Обработайте томаты стимуляторами, сделав рабочий раствор, как указано в инструкции препарата. Шаг третий. Для повышения стойкости томатов к заболеваниям, с которыми молодое растение может встретиться в открытом грунте на новой грядке, обработайте и грунт, где высажены томаты, и сами растения 1% бордоской смесью или 0,1% раствором медного купороса. Так, никакой фитофтороз, свирепствующий в холодные и влажные весенние ночи, не устрашит ваши помидорчики. И, наконец, шаг четвертый. Поливайте помидоры по особому графику, не вечером, как вы привыкли, а в первой половине дня. Поливайте растения редко, но большими дозами, не холодной водой, температура которой примерно 18-20 градусов. Так вы не дадите никаких шансов грибковым заболеваниям, которые частенько паразитируют на листьях, стеблях и даже корнях томатов. Утренний полив не повышает влажность воздуха, а значит, не способствует распространению грибковых заболеваний.
После полива, как только почва слегка подсохнет, обязательно рыхлите междурядье и почву вокруг высаженной рассады помидоров, чтобы обеспечить доступ кислорода к корням растения. Хорошего урожая! И не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и поделиться этим видео в соцсетях. Я буду очень признательна. Спасибо за просмотр. Скоро увидимся!